Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся в вашу жизнь, давайте узнаем, что придет на ваш порог. Об этом нам расскажут карты пасьянса. Ну и период мы рассмотрим с вами от нескольких дней, у кого-то может быть буквально сегодня-завтра, это как-то отзовется в реальной жизни. Но я допускаю за счет планетарных транзитов, что это может быть как и последние дни июня, так и первые 2 недели июля, мои дорогие. Вот такой переходный период давайте с вами и рассмотрим. Это время в целом поиска новых смыслов. Ретро-Плутон нас призывает не торопиться, потому что та, может быть, проблема, которая сформировалась, знаете, как критическая точка, я такое допускаю, в мае месяце, начало июня, она будет постепенно развиваться, стремиться к развязке в течение всего лета, вплоть до середины осени. Ну и у нас Хирон, мы знаем, что это как символ израненного целителя, какой-то затянувшийся сценарий находится сейчас в Тельце, и пробудет он, это первый только заход, пробудет в Тельце недолго, до середины сентября. Но вот эти месяцы нам покажут, с чем это будет связано, когда окончательно Хирон перейдет в знак зодиака Телец, и это уже в 2027 году, и это будет символизировать долгий период, 7 лет, мои дорогие львы и львицы тоже. У вас полное исполнение желаний, вот так вот прямо сразу, с первого ряда. Колчан со стрелами. Именно это прописано. То есть здесь есть изображение корабля, и корабль – это исполнение желания одного. А вот это как будто множество. Ну, будем реалистами, всегда к этому призываю, поскольку любой расклад мы рассматриваем с позиции позитивной психологии, здравого смысла, безусловно. Но тем не менее, карты говорят, что что-то доброе идет в вашу жизнь, на ваш порог. Когда не что-то, вот, понимаете, в одном ключе, а когда сразу чего-то несколько. И любовь, мои дорогие, роза – это любовь. Более того, вопросы дома. Смотрите, как сразу у вас первый ряд показывает, как открывает для вас конец июня, ну, новые возможности. Итак, что еще для моих любимых львов и львиц? Смотрим вместе. Бокал. Это означает гости, либо вы в гости, либо к вам гости. Я такого не исключаю. И, кстати, вам это все по судьбе. О, как? Бывает же так. Самое главное, наверное, событие июня 30 числа. Юпитер, планета большого счастья, входит в ваш знак зодиака, открывая перед вами период на практически год. Год до середины 2027, когда... Но это очень ресурсное время, его не упустить. Знаете как? Не расслабиться в этот момент где-то, а самому себе сказать, что, как в спорте, поднажми в конце. Потом оно уже будет несколько по-другому. Но на каждого из знака зодиака, конечно, этот транзит влияет. Но на вас особенно карьера, деньги, работа, самовыражение, документы, у кого что. Победа, мои дорогие. Вот поверьте, не всегда ж такие расклады бывают. Прочный союз. Ну, какой-то тут союз прямо по судьбе. Возможно, у кого-то из вас важная встреча, потому что присутствует любовь. Смотрим дальше. Что еще нам раскроют карты? У кого-то из вас, ну, это в виде работы, да, вот, когда выпадает открытая книга, это учреждение. Ну да, это может быть именно ваше место службы, работы, но это могут быть договоренности, важные документы, возможно, вам придется перемещаться по каким-то инстанциям. Вообще льву так вот предрекают звезды, больше общения на новом уровне. На новом это имеется в виду несколько выше, чем тот уровень, который был в предыдущий период, потому что для вас, вот я самого главного, слушайте, как интересно, весь первый ряд полон символов, и ведь часы... Это шикарный, добрый символ добрых именно перемен, мои дорогие. Вот не упустите какую-то волшебную возможность, так и хочется сказать. Потому что, ну да, тут может быть и любовный союз, но все же я больше вижу у вас, если бы совпал, допустим, еще венок,
то тогда я бы делала акцент на личной жизни. Но здесь нет. Именно вот этот прочный союз. Любовь есть. Но вот, наверное, на карьеру, на работу, на какие-то согласования, договоренности, мои дорогие. Вот здесь шикарное время. А вы можете сомневаться. Сердечная тяжесть цепи. И это не есть что-то материальное. Это то, что мы сами себе надумали, да? Не загоняйте себя в угол. Это не имеет смысла. Вы только себе будете мешать. Ну ладно, давайте пойдем с вами дальше, мои дорогие львы. Что же скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Давайте достанем такую карту. Ну и что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Что как на вашей стороне? Или ваш какой-то ресурс? Ну и к чему все идет? Что будет продолжаться, может быть, до конца июля? Такой расклад сделаем. Ну и по основным сферам жизни. Что ждет львов и львиц? Любовь, личная жизнь. Что ждет финансы, деньги? Ну и ваши достижения, работа, контакты, важные встречи, документы, может быть, юридические дела, у кого что. Итак, что изменит ваши планы? Радость, мои дорогие, изменит ваши планы. Мне нечего добавить, правда, потому что я, по-моему, уже все сказала. У вас такие замечательные выпадают символы, которые говорят о том, что что-то меняется в добрую сторону. Или в какой-то позитивный такой, знаете, настрой, как и ваш, но и внешние события, возможно, и люди. Вот что-то будет радовать. Возможно, это как какое-то предложение. Или когда у вас, ну, что-то получилось осуществить. Хорошее настроение. Признание в любви, мои дорогие, все-таки туз кубков. И выбор какого-то нового направления. Для кого-то из вас как новая дорожка открывается. И это может прийти с каким-то радостным сообщением. Сама по себе возможность, это точно. Карта мира еще тем более. Последний старший аркан. Тут может быть действительно ситуация между прошлым и будущим. Вы можете сами это время за счет Юпитера ощущать наиболее остро, что правда. Словно как двери в какую-то непознанную темную комнату, в которой вы какое-то время прежде находились. Вы из нее выходите на луч света, и вот эти двери, которые вам не хочется туда возвращаться, они, может быть, так постепенно, но они смыкаются, закрываются за вашей спиной. Вот какое-то подобное состояние вы можете испытывать, и это может быть инициация, ну или начало с того, что вы получаете какую-то новость добрую, но здесь на вас будет еще, на вашу жизнь будет оказывать влияние общая обстановка. Когда выпадает аркан мир, всегда хочется надеяться на то, что в наше сложное время, а меня смотрят люди из разных стран, сильные мира сего будут способны договориться. Возможно, как Вселенная, пространство, может быть, галактика, в конце концов. Но не знаю, что создает такой фон общих энергий, которые на каждого из нас воздействуют, и именно как стремление к миру. И везде воцарится мир. Но ведь и правда по этой карте как будто больше возможностей. Если прежде, опять же, вот те закрытые двери, которые были когда-то, может быть, закрытые границы, лично для вас не могли подписать какую-то бумагу, документ, встретиться, договориться, вот здесь как барьеры падают, мои дорогие, самые разные. Шикарно. Это изменит ваши планы. Вы тут сами можете измениться. Для кого-то из вас то, что было как задача номер один, вы можете и как-то видоизменить. Понять, что нет, теперь я уже другой. Стало быть, и планы мои другие. Что же вас будет радовать, что вам будет буквально помогать. Как ни странно, да, карта башня. И хочется первое, что сказать, тем не менее мы ведь вопрос задали именно в позитивном ключе. И выпадает аркан башня. Если что-то рушится вокруг вас, если что-то меняется, меняются люди, меняются какие-то, ну, может быть, даже лица, которые ранее занимали должности определенные. Вот здесь тоже могут быть такие пертурбации. Или когда некоторые персоны уходят из вашей жизни, смело все отпускайте. Тут вам это помогает. И я, конечно, допускаю. Для кого-то это может быть сложное время, для каких-то знаков зодиака, людей, когда действительно происходят такие поворотные моменты в жизни, и даже человеку очень тяжело. Но где-то карта говорит, а тебе, как пространство, лев расчищает перед тобой.
придавая тебе возможности что-то свое осуществить. Пространство, может быть, это именно в качестве будет выражаться даже людей, да, те люди, которые вам мешали, создавали препоны, создавали какие-то барьеры, или вам какие-то все время сложности, да, когда вам то и дело приходилось, как переключаться на какие-то иные вопросы, потому что, либо так сложились обстоятельства, либо вы не могли это игнорировать. Так тут вот даже через персон, через людей какие-то препоны опять же падают, исчезают препятствия, какие-то сложности. Вам, как ни странно, для кого-то это может быть камни с неба, а для вас это практически туз кубков. Вот так пространство резко меняет. Тут действительно это карта трансформации, но и к нам она призывает, что будь как будто готов. Не бойся этого. Что вам еще помогает? Когда, знаете, мы говорим, двое дерутся, виноват третий. Здесь у нас 5 жезлов. Это всегда карта информационного хаоса. И она, кстати, добавляет все то, что я только что сказала. Вокруг вас может царить хаос, где вы плаваете свободно и уверенно, а кроме вас никто не может. Ваши лидирующие позиции даже по работе, по достижениям, а здесь они могут быть достигнуты, потому что в жизни людей происходят какие-то стремительные перемены, как вот эта трансформация, так и меняются, может быть, вокруг какой-то закон, может быть, конкретно, да, помогая вам осуществить намеченное, задуманное. Для кого-то из вас, опять же, какая-то путаница. Если мы сказали, я сказала, двое дерутся, виноват третий. Вот какая-то путаница среди людей. И если вы смотрите с позиции стороннего наблюдателя, куда-то вам это помогает, вы не включаетесь, не откликаетесь, не участвуете в каких-то спорах, конфликтах. Пусть они там делают, что хотят. Лев, он немножко сам по себе. И вам это просто, безусловно, как-то грандиозно помогает. Будьте внимательны, что будет продолжаться. Но это не на какой-то короткий период, вы будете сталкиваться как с новой правдой, с новыми известиями, может быть и неожиданными. Для кого-то из вас это могут быть те персоны, которые как проверяющие. Вот внимательно, иногда эта карта обрисовывает неожиданные какие-то проверки, или приход кого-то из вышестоящих, может быть, чиновников. Может быть, вы столкнетесь, это мы спрашиваем, что будет дальше. Возможно, это как-то и будет связано с вашей карьерой или задумкой. По этой карте мы сами ищем истину, и мы ее находим. Поэтому, может быть, вам буквально помогает как какая-то стремительная перемена, которая происходит вокруг вас. Но будьте готовы тут, потому что вы можете раскрыть свои какие-то наилучшие качества, особенности вашего характера. И кроме вас никто этим обладать не будет. Что же будет еще продолжаться? Какой-то союз явно будет продолжаться. Возможно, где-то есть и сомнения. Иногда ведь это карта ностальгия. Несомненно, будут и воспоминания. Может быть, даже в течение лета, не то что до конца июля, а именно летом мы еще невольно, как окунаемся мыслями в прошлое, потому что оно нас еще где-то будет держать, помним, ретро-Плутон, почти до середины осени. Поэтому, где-то вам это будет все равно помогать. Возможно, кто-то из вас приступит к новому виду творчества, но это не совсем что-то новое. Вы могли раньше как поставить на паузу. Или сказать, нет, мне сейчас до этого и руки не доходят, а может быть, многозадачность иная была. Поэтому вы можете вернуться к какому-то проекту. Может быть, и проекту творческому, кстати. И для кого-то из вас это именно сотрудничество может означать по творчеству. Вообще шикарно. Личная жизнь. Что ждет? Вообще по аркану Луна, и у вас здесь выпадало домашний очаг. Это наш дом. Это место нашей безопасности. Я должна сказать в целом, поскольку старший аркан, избегайте толпы. И если вы находитесь в толпе, помните, вам в другую сторону. Если каким-то образом вы уже как оказались в этой толпе, если вы упали, иногда буквально карта говорит так, поднимайся на колени. Поднимайся, как бы стой все равно, да. Пусть колени, но не опор как бы на кисти, будем говорить. Я уже так немножко конкретизирую, если мы говорим, да, о каких-то ситуациях более сложных, когда вы в реальной жизни, в своем физическом, скажем, состоянии оказались в этой толпе. То есть вот именно подняться, потому что обрести какую-то опору. И
у нас есть, кто смотрит мои расклады давно, колода 78 дверей. И там изображена дверь Пизанской башни. Вот мы туда должны попасть. И нет ключа у этой двери, но есть страж, хамелеон. И чтобы открыть эту дверь, нам придется договариваться с хамелеонами. Мои дорогие, примите это к сведению. И не важно, что мы смотрим на личную жизнь, но это может касаться личности, вот именно вашей личности. Договариваться с хамелеонами придется. Но и как обрести опору. О, как! Аркан мага. Вы знаете, для кого-то из вас на первый план выйдет общение с человеком, у которого либо асцендент, либо солнечный знак, близнецы или дева. Меркурий, мои дорогие. А Меркурий – планета управитель близнецов. И я должна сказать, что у нас этот период, когда Уран в близнецах и уже на 7 лет. Плюс Хирон, который перемещается в знак зодиака Телец. И пусть это только месяцы, да, нам дают высшие силы подсказку, с чем будут связаны события последующих 7 лет. Но вполне вероятно, что могут новые люди прийти в вашу жизнь, которые каким-то образом либо имеют напрямую в близнецах асцендент, либо это действительно по солнечному знаку. А для кого-то будут как возвращены те вопросы из ваших прежних состояний, назовем это так. Потому что, смотрите, если опять же мы о близнецах и о Меркурии. В самом конце июня месяца Меркурий, планета-управитель близнецов и дев, переходит в ретро-движение. То есть куда-то, как ни торопись, выше головы не прыгнешь. А вот правильно, ничего, как будто не предпринимая, а только лишь наблюдая. Правильно расставлять позиции. Вот, скорее всего, что вам придется делать в этот период. Действительно, это время поиска новых смыслов, моих дорогие. Но вы сейчас, как становление мага, проходите. И это прагматика. Хоть смотрим на личную жизнь. Поэтому вот я вижу так. Ваш, может быть, адрес будут проявлены знаки внимания. Это точно. Но вы можете удивиться тому, насколько вас это не цепляет. Страсти нет. Вот такой момент. Когда вы на все смотрите с позиции мага. Может быть, это где-то здоровое равнодушие. Вам легко управлять своими эмоциями. 2 старших аркана открывают перед вами совершенно новую дорожку чего-то неизведанного. Слушайте свою интуицию, потому что то, что мы вчера говорили, этого не может быть. Сегодня уже становится реальностью. Финансы. Еще один старший аркан. Судьбоносный период. Карты Таро тоже это подтверждают. И если мы говорили, для кого-то это может быть башня, а для вас вот эти стремительные перемены, они вам открывают вот как время свободного пространства, когда вы можете делать выбор, и что немаловажно, никто не мешает. Не мешает дважды, потому как трансформации 2, поэтому это может затрагивать, знаете, как разные сферы жизни. Может быть, вы получаете известие, оно связано с деньгами, или с работой, или с каким-то документом, поверьте. Это только начинает дверь приоткрываться, как новый путь, который перед вами будет раскрываться, развиваться, причем в том ключе, о котором вы даже сейчас предположить не можете. И это даже в течение года. Юпитер в вашем знаке зодиака. И, безусловно, есть и трансформация. Для кого-то из вас, когда выпадает этот аркан, к примеру, вы ожидаете получения гонорара какой-то большой, крупной суммы денег, и вы спрашиваете, может быть, сейчас, мы все разные, правда? Вот кто-то может загадать, задумать, получу я свои деньги или нет. И я должна сказать, честно заработанное вы получите точно. Да, старший аркан – это никогда не на пару дней и не на пару недель. Это всегда свой срок. И поэтому о сроках я уже говорила, поэтому будьте реалистами. Но то, что вы получите, это точно. Кто хочет построить карьеру, получить новое жалование с новой должностью, это тоже вполне вероятно. Это не просто вероятно, а осуществимо. Вот самое главное, нам снова говорят, приводи мысли в порядок. Реальность уже меняется. И меняется что-то в отношении финансов. Холодный рассудок по этой карте. Успевайте отдыхать, мои дорогие, куда-то не торопитесь. Тут сколько бы ты ни хотел ускорить, тут не столько скорость важна,
как вовремя как будто оказаться в нужном месте и, может быть, при каких-то даже очень важных разговорах. Давайте на ваши достижения. То есть тут на деньги с учетом всех арканов, тут именно начало каких-то важных перемен. Ну, соответственно, сплошные перемены, вы посмотрите. И сама по себе карта колесница – это карта успеха. Может быть, вы будете выбирать туда или сюда. У кого-то из вас может даже совпасть иногда этот аркан, символизирует человека, который рожден под знаком зодиака Рак или имеет опять же там асцендент. Вот у кого-то могут совпадать, да, какие-то дела. Вы можете и не знать, но, может быть, и знаете, да. Вот, ну, такая маленькая подсказка для кого-то, что значит, может быть, вот именно с конкретным человеком у вас будут какие-то общие дела. Возможно, и документы какие-то вы будете готовить, или будут совпадать ваши достижения, или проекты вместе с этой персоной. Но в целом карта как успеха, словно вы прошли какой-то путь и уже поднялись на это плато. Но это еще и карта выбора. Вам куда? Вот как эти два указателя. Туда или сюда. Как будто не получится ведь в две стороны. И направо, и налево поехать. У кого-то иногда эта карта будет напрямую говорить о том, что есть вопросы по поводу вашего автомобиля. И опять же тогда старший аркан будет говорить, что, ну, наверное, так вот быстро, ну, до середины июля ты, наверное, Лев, эти задачи не решишь. Вполне вероятно, лето или там сколько-то больше времени потребуется для этого, потому что ты какой-то очень серьезный выбор делаешь. Но возможности, главное. Тут возможности приходят, и это вот как поле выбора, оно расширяется опять же. И ведь это карта успеха. Не оглядывайся назад, говорит карта. Тебе, Лев, отсюда только вперед. Перекладывайте на себя. Кстати, у кого-то тема переезда. Причем вы могли об этом раньше не думать. А вот так будут складываться обстоятельства. Или, может быть, много будет поездок, которые будут совпадать с вашими планами, но и вновь открывшимися возможностями. Будьте внимательны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые искренние комментарии и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мои публикации. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.